Обычно я траву, бурьян, все привожу в курятник и прямо бросаю на пол в вольер. Вот они съедают, все потом постепенно засыхает. Но когда прошел сильный дождь, ливень и вольер мокрый, то цыплятам нежелательно бросать на пол. Они потом едят это все грязное и дополнительно получают и глисты, и кокцидии, и все остальное. Поэтому не поленитесь, когда мокрый сильно вольер после дождя, просто траву, крапиву, люцерну, клевер, листья одуванчика, все пойдет, зелень любую, лишь бы вы просто принесли им в вольер. И я просто нарезаю, в пластиковый ящик это складываю. И обязательно вот здесь у меня есть кирпич. Обязательно вот так вот кладу кирпич, потому что этот ящик перевернут очень быстро. И тогда ваш труд не пойдет на смарку, то есть не затопчется ничего, не выбросится. Посмотрите, с каким аппетитом. И цыплята едят все отлично, все подряд. Ну, с ногами зайти это, конечно. Каждый листочек съедается. Вот, смотрите. Это же очень хорошо, когда цыплята кушают летом много травы. И тогда зимой будет много-много яиц от них. Вот сейчас, летом, мы вкладываем в своего цыпленка все по максимуму. Все, что вы дадите сейчас цыпленку, он отдаст вам летом яйцом. Вот такая у меня кормушка для цыплят. Нарезаю ножом зелень. Сзади меня индюк дергает за футболку. Это нормально. Это у нас разговаривает голошейка. Вы иногда за кадром это слышите. Вот так разговаривает она. Скоро будет яйцо. Очень уже много курочек, молодок, которым уже 4 месяца исполнилось, уже разговаривают. Я это слышу. Поэтому 4,5 месяца будем еще ждать новые яйца. Особенно если вот так вот кормить своих цыплят, то это вполне вероятно. Моментально разгребают. Надо сразу же выносить из вольера. Я загребаю здесь регулярно, потому что приношу бурьян и остаются вот такие вот палки. Давай, греби. Я загребаю, ты разгребаешь.
все у меня идет в ход. Бурьян с огорода. Пропалываю грядки, приношу все в курятник. Все съедается. И сейчас очень много падает яблок. Собираю в ящик, приношу курочкам, и они хорошо их кушают. Наступает такое время, когда нужно формировать уже стадо на зиму и на следующий сезон. Это как раз конец лета, осень. Это для меня очень трудно, но надо. Убрали уже одного петуха коричневого. Очень многие мне написали, что уже нужно этих петухов убирать и запускать сюда молодого петуха. Ну вот этого все никак не могу. Я оттягиваю, мне очень нравится. Но понимаю, оставлять его на следующий сезон это не эффективно. И у меня очень много красивых других петушков. Ну вот, оставила его, пусть он еще поруководит курочками. А коричневого петушка уже убрали. Жалко, но нужно. Подрастает много петушков. На смену старым. И тем более это с другого хозяйства. Это очень хорошо для укрупнения яйца и для укрупнения курочки самой. Курочка Марана пришла. Наверное, хочет идти нестись. Кушают кормовую ракушку. Для кормовой ракушки я специально отвожу даже целую бункерную кормушку. Отдельно зерносмесь у меня в бункерной кормушке стоит. И отдельно кормовая ракушка круглый год. Каждый день у курочки есть ракушка. Это кальций, это помощь в перетирании зерна. Она служит для хорошего усвоения зерносмеси. Ну и также дополнительный источник кальция. А я пришла собрать яйца. Яйца у меня отдельно. Куры отдельно. Куры сидят себе в гнездах. Ой. Куры сидят в гнездах. А яйца скапливаются в этом ящичке. А вот тут вот, ой, сейчас упадет. Самое первое заберем. Вот, а яйца скапливаются вот в таком яйцеприемнике. Вот. Ломан Сэнди несется. Я, конечно, хочу легорнов. Все равно еще хочу легорнов. Ну что, ты опять идешь? Вот так, независимо от того. Несутся куры, заходят, уходят. Смотрите, видите? Идут нестись. А я спокойно могу собирать яйца. Поэтому я не открываю верхнюю крышку. Я могу еще и крышку открыть, там собрать яйца. Но для того, чтобы куры в процессе сбора яиц смогли продолжать нести яйца,
я собираю их отдельно от кур. И вот это Лом & Сэнди. Вот это звуки, которые издает курица. Она продвигает яйцо по яйцеводу. Она не просто издает какие-то звуки, а в это время у нее яйцо идет на выход. Так, я пришла во время, я так поняла, яйценоскости кур. Ну иди, несись, не бойся. Вот очень плохо, когда у меня сейчас гнезда заняты квочками. Надо этих квочек отсадить, у меня все нет времени. Покушает курочка спокойно, может, когда снесется. Все равно хочу легорнов. Хочу белое белоснежное яйцо. Это очень-очень красивое. Ой, чуть не выронила. Очень красивое яйцо у легорнов. Они как фарфор просто хрустят. Очень классные яйца белые у легорна. Еще одна пришла. Ну давай, уже 5-я или 6-я. Идите в верхние гнезда. Видите, все, что в ихней доступности зрительной и прыжка, прекрасно. Все гнезда рабочие. Вот как только нужно еще совершить какое-то телодвижение, подняться наверх, это уже, конечно, трудности. Вот такие красивые, разные, цветные, кремовое, беленькое и вот такое коричневое. Ну что ты смотришь? Заходи, неси. Ой, выпало все-таки яйцо. Ну, видите, отвлекаюсь и разбила. Сама разбила яйцо. Все, буду брать по 2 яйца. С 3 не справляюсь. Ну, это маленькое яичко. Так, одно. Посмотрите на эту аферистку. Здесь сидит квочка. Видите? Это квочка. А теперь смотрите, что она сотворила. Она сделала. Она украла яйцо. Видите? Своровала яйцо. У нас еще стоит там защитная планка. Видите? Своровала яйцо из яйцесборника. Вот. А если бы лежали яйца, минус несколько яиц было бы. Это я подняла крышку, которую я обычно не поднимаю при сборе яиц. Вот, пришла кушать ракушку кормовую. Хочет в гнездо. Ну, иди в верхние гнезда. И вот таким образом воруют из гнезд квочки яйца. И это при том, что у нас там есть защитная. Вот таким образом, видите, эта курица может протянуть сюда шею. И если яйцо задержится на мусоре, то, естественно, она его под себя сможет забрать. Вот для того, чтобы куры не забирали яйца из гнезд, вот служит вот такая планка. Вот видите, в гнезде вот прикручена такая планка. Ее нужно сделать обязательно. Ага, все гнезда заняты.
Сейчас я ей покажу, куда нужно нестись. А в металлическом гнезде что у нас, посмотрим? Ого! Солома. Натягали солому. Так, 2 яйца марана. Отлично. Отлично. Так. Голубые яйца. И одно красивое чистое яйцо. Кто-то натягал сюда солому. Иду за яйцами к шелковым курочкам. Беленькая, серенькая и есть еще черненькая. Скажу вам сразу, я уже сюда несла обычный ящик, постелила солому и хотела поставить обычные гнезда. Вот еще черненькая. Вот она, красавица. И хотела поставить сюда обычный ящик с соломой, обычное гнездо. Но пришла, открыла и увидела здесь яйцо. Яйцо шелковой курочки. И поэтому я этот ящик опять убрала. Потому что если я поставлю ящик обычный с соломой, то они, конечно же, туда начнут нестись. А в эти гнезда, конечно же, возможно, и не пойдут больше. Поэтому я ящик отнесла обратно. Значит, все-таки у них был период отдыха. И шелковые просто не неслись. А теперь вот, видите, уже начинают опять нестись. Петухи выглядят великанами возле шелковой курочки. Вот серенькая, беленькая и черненькая. 3 курочки шелковые. Какая из них начала нестись, я не знаю, не видела. Какая-то из них начала нестись. Хотела уже выходить с этого домика. Думаю, посмотрю в гнездо. А тут еще одно яйцо. Это я положила солому. Думаю, сымитируем гнездо. Ну, естественно, это яйцо не скатывается по этой соломе. Вот так вот сделаем. Немножко убьем. Но самое главное, если яйцо лежало просто так, значит, они яйца не едят. Это самое главное.
Итого уже 2 яйца шелковых кур. Опять начали нестись. Совсем забыла. Мне же за яйцами нужно уже заходить еще и в этот вольер. А я уже уходить собралась. Никак не привыкну, что вот эта курочка снесла яйцо. Так, идемте у нее заберем. Вот эта курочка. Чубатый доминант из инкубационного яйца Чехии уже несется. Она снесла первое яйцо в 3,5 месяца. Ну что, теперь идем собирать яйца здесь. Так. Отдыхайте, отдыхайте, не вставайте. Ой, класс, смотрите. Яйцо есть. Крупненькое такое уже. В прошлый раз было такое поменьше, а это уже хорошее. И, кстати, забыла вам рассказать. Это яйцо двухжелтковое. Лошейка уже разговаривает. Вот такие курочки. Вот такие красавицы. А это яйцо игрушечное. Оно остается в гнезде. И посмотрим, может быть, что-то скатилось? Нет, все отлично. Все держится в гнезде. Эта курочка из моего голубого яйца. Вот такие цыплята, вот такие курочки получается из яиц, которые несет моя вот эта помесная курочка. Вот, которую мы собрали в металлическом гнезде. Вот из вот этих яиц вот такие цыпочки получаются. Вот. И вот эта красотка. Тоже из этого яйца, которое из холодильника. Вот. И еще, как не покажется странным, вот этот цыпленок, вот с такими темными, сизыми лапками, вот этот цыпленок, тоже из этого яйца. Тоже вот из такого яйца. Вот такая красивая курочка. Видно, какой-то ген вышел из вот прародителей вот этой курочки, которая снесла вот такое яйцо.
Вот это 2 цыпленка из вот этого голубого яйца. И они абсолютно разные внешне. Вот такая наука генетика. Видите? Очень красивого цвета лапы, необычные такие. И очень красивая курочка. Вот это моя курочка. Вот она. Конечно, вид у нее вот такой вот рабочий, скажем так. Но она действительно очень хорошо несется. Она с зимы каждый день яйцо. Каждый день яйцо. Она очень-очень хорошая курочка. И вот все зеленые яйца, которые у нас в металлическом гнезде, это вот этой курочки. Эта курочка помесь моей обычной чубатой курочки с петухом амерауканом. И поэтому у нее цвет яйца голубой. Потому что у меня было 2 петуха амераукана. И вот такие были у меня цыплята. И несет она голубое яйцо. Я еще с ведром не ушла из курятника. Если есть яйцо, могу забрать. Ну-ка. Точно. Вот молодец. Вот и еще одно яйцо. Молодец. Очень мне нравится в качестве подстилки солома. Она очень хорошо служит. Она собирает и помет хорошо. И вот вид, сам вид очень мне нравится. Ну и дает тепло. Тепло в ноги. Для цыпленка это важно. Вот в качестве подстилки солома это, как для меня, идеальный вариант. Снесла яйцо, почему бы и не отдохнуть, не поспать. Это Ломан Сэнди. Несутся они хорошо, тоже они начали нестись у меня в прошлом году осенью и до сих пор несутся.
лук уже полег. Уже можно убирать. Но у нас прошел ливень. И поэтому пока что я подожду. Немножко подсохнет пусть. После сильного дождя нежелательно убирать лук. Это лук, посаженный весной. Вот, видите, помните, я вам говорила, садить лук на расстоянии, которое хотите, чтобы была луковица. Вот они сомкнулись. Лука у меня посажена практически вот раз, два, три и вот кусочек. Вот это весь лук, это полкилограмма. Вот это высажено полкилограмма лука посадочного. Вот такой результат. Лук сегодня я копать не буду, а подожду, когда подсохнет немножко земля. Ничего страшного с луком не будет, подождет.